Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». И сегодня тема ролика моего будет о медицинском страховании в Испании. Как вы думаете, что лучше, частная или государственная страховка в Испании? И что предпочитают местные жители? На самом деле, сегодня я буду опять опираться на слова местных жителей. Мне рассказала испанка одна свой опыт, и им я хотела поделиться. Но прежде всего, поддержите это видео лайком, напишите комментарий, и какой медицинской страховкой в Испании пользуетесь вы, или считаете нужным пользоваться. Многие задаются вопросом, кто приезжает сюда, какую же страховку оформить, государственную или частную, и вообще, какие есть возможности оформления. Я не буду сейчас подать во все подробности, у кого какая резиденция, не резиденция, легалы, нелегалы, кто на что может рассчитывать. Я лишь скажу об опыте местных жителей. Ну, а дальше вы уже консультируетесь в страховых компаниях, либо там с адвокатами миграционными, на что вы можете рассчитывать в этой стране. Итак, местная жительница, местная испанка, и вот была такая оказия, она рассказала и поделилась опытом, какую же медицинскую страховку предпочесть. Я вам скажу два ее примера из жизни, и дальше уже, можно сделать какие-то выводы. Итак, первое, это она рассказала, что у нее недавно заболела дочка, я не буду говорить диагнозы, но дочка имела частную страховку и государственную, и вот по частной страховке она обращалась в госпиталь. То есть у нее была высокая температура, разные какие-то симптомы, и по этим симптомам она обращалась в ургенцию, то есть в скорую помощь. Обращалась раз 5, наверное, потому что никак не могли ей там облегчить, назначали парацетамол, ей было все как-то не очень хорошо, вот, и таким образом она 5 раз обращалась, и в результате чем закончилось, она обратилась все-таки уже не по частному полису медицинскому, а по государственному, государственному полису, обратилась просто в обычный госпиталь. И там ей поставили диагноз, у нее взяли анализы и быстренько ее определили, что у нее за заболевание, и вылечили. И таким образом она говорит, лучше, в принципе, государственное страхование оказалось лучше. То есть частная вот так вот медицина. Они ходили по кругу, то есть несколько визитов, соответственно, вот такой вывод у нее был. То есть она говорит, ребята, имейте государственную страховку. Во многих случаях это гораздо более действенно. Но, опять-таки, после этого она рассказала случай своей мамы, которая уже пожилая женщина, сеньора, и она неожиданно упала, пострадала. И по государственной страховке ее отвезли в госпиталь. Вот в этом случае, эта женщина говорит, что гораздо выгоднее была частная страховка, потому что госпиталь оказался там не очень, и она, приехав, увидев свою маму, перевела ее по частной страховке в хороший госпиталь сюда, в Аликанте. Вот, поэтому в этом случае, она говорит, частная страховка была гораздо выгоднее и лучше, и условия, и так далее. Соответственно, по частной медицинской страховке меньше очередей, но государственное страхование тоже ничем не хуже. Медицина достаточно на высоком уровне, хорошее оснащение госпиталей, и серьезное какое-то лечение можно получить очень на достойном уровне. Выбор страховой компании зависит только от ваших предпочтений, от ваших возможностей и желаний. То есть где-то есть, компания имеет разные условия, разные покрытия, разная стоимость. Также есть для студентов привлекательные условия в некоторых страховых компаниях. Просто стоит изучить, посмотреть, какие есть. Их достаточно много здесь, которые действуют на территории Испании.
В идеале лучше иметь две страховки, государственную и частную. И, как правило, местные жители, испанцы, они имеют две страховки. То есть они объясняют, что имея даже частную страховку, они в случае серьезных каких-то операций обращаются в государственный госпиталь по государственному медицинскому страхованию, потому что считают, что там лучше они оснащены, и серьезные операции лучше проводить там. А вот если пользоваться повседневно, скажем так, диагностически, попадать к врачу, просто проходить какие-то обследования, то будет быстрее и удобнее использовать частную страховку. Вот такие нюансы мы выяснили, проживая здесь и общаясь с местными жителями. Так что в идеале, могу подвести итог, лучше иметь две страховки, частную и государственную. Ну а уже какую частную, это вы уже выбираете сами, потому что разные есть покрытия, разные условия. Есть приятные условия для студентов, может быть, какие-то еще, в зависимости от вашего возраста, каких-то личных данных. Мы тоже застрахованы семьей в одной страховой компании, один сын в другой. То есть каждый выбирал себе то, что удобнее. Можно семьей пакетом, кто-то держатель вот этого страхового как бы пакета, и остальные все члены семьи уже прикреплены. Пока маленькие дети, например, так удобно. Ну а дальше вы уже просто смотрите, какие вам интересны страховые компании, условия, покрытия и так далее. Вот такое маленькое видео я для вас сегодня решила записать, опираясь на опыт местных жителей, на опыт испанцев. И надеюсь, это видео вам полезно и интересно. Как обычно, увидимся вновь на нашем канале. Всем удачи, добра, здоровья, не болейте. Пока-пока. Чао!